Все за мир, тогда как Украина за победу. И мне кажется, что в этом главная проблема, потому что желание мира любой ценой, оно очень часто может быть деструктивным. При всем при том, что надо очень четко понимать, что Украина не развязывала эту войну, Украина, безусловно, не страна-агрессор, она не жаждет крови, и больше всего потерь, как справедливо отмечают очень многие эксперты, действительно несет Украина, просто потому что наши города сравнивают с землей. Вместе с тем, продолжение этого аргумента о том, что Украина несет такие потери, поэтому давайте вы уже согласитесь на какой-нибудь мир, нужно остановить кровопролитие, а потом мы как-нибудь посмотрим, решим и договоримся, оно не работает, он не работает, этот аргумент. Я объясню почему. Несколько причин, и об этом очень много я говорила и на конференции. В принципе, коллеги часто тоже обращают на это внимание. В Украине, в Грузии, имея оккупированные территории, это понятно, это может быть не так ясно и очевидно вовне. Во-первых, мы не говорим только о территориях, мы говорим о людях, которые живут на этих территориях. Поэтому аргумент, что мы остановим убийство или кровопролитие, если условно согласимся там на какое-то перемирие с оккупированными территориями, оно просто не отвечает действительности. Наши люди продолжают гибнуть на оккупированных территориях. Тот уровень насилия, пыток, задержаний, расстрелов, о которых не стесняются писать российские власти в своих же телеграм-каналах на оккупированных территориях, он просто зашкаливает. Поэтому, отказываясь условно, даже временно от каких-то территорий, мы просто отказываемся от украинских граждан, которые будут страдать и погибать только не от ракетных обстрелов, а в пыточных по типу КГБ, СС и так далее.